Всем привет! С вами Валерия. Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир. Эту работу я специально делала по заказу моей младшей дочурки. Она уже давно меня просила сделать сказочные зимние домики с огоньками. Кстати, моя младшая доченька непосредственно принимала участие в данной работе. Она помогала окрашивать домики и полностью самостоятельно окрасила елочки. Для работы понадобится гофрокартон, клей ПВА, бумажное полотенце или туалетная бумага, акриловые краски, акриловый лак и снежная паста. Более подробный перечень материалов вы найдете в описании под видео. На плотном гофрокартоне рисуем произвольные домики с окошками, которые затем вырезаем. Далее дублируем нашу заготовку еще на одном листе гофрокартона и подклеиваем с обратной стороны. Таким образом делаем крыши на каждом домике. Далее основу оклеиваем бумажными полотенцами или туалетной бумагой. Используем клей ПВА, разбавленный наполовину водой. Старайтесь не наносить слишком много клея на основу, чтобы она не потеряла форму. Основа полностью высохла, я добавила еще пару кирпичиков, дверь подняла повыше, оставляя здесь зазор, так как деталь будет вставляться в основу. Далее грунтуем основу белой акриловой краской. Для основы из гофрокартона вырезаем и склеиваем 4 одинаковые детали.
Основа должна быть на несколько сантиметров длиннее, чем домики. Мои домики получились длиной 49 сантиметров, а основу я сделала длиной 53 сантиметра. Ширину основы я сделала размером 15 сантиметров, так как за домиками будет располагаться ряд елочек. Домики окрашивать не обязательно, композицию можно оставить в белом цвете, здесь все на ваше усмотрение. Чтобы цвет не был слишком ярким, приглушаем его белой акриловой краской. Это можно сделать при помощи спонжа, либо сухой кистью. Спонжик с краской обязательно необходимо промакивать, чтобы краска ложилась тонким слоем. Приложив к листу гофрокартона домики, рисуем очертания елочек, так, чтобы они выступали над крышами. С елочками, конечно, пришлось немного повозиться, но вот эти мелкие отверстия вырезать не обязательно. Далее приклеиваем гофрокартон с обратной стороны и вырезаем елочки. Необходимо сделать 2 дополнительных слоя гофрокартона, чтобы изделие было прочным. Оклеиваем основу бумажными полотенцами либо туалетной бумагой и дожидаемся полного высыхания. Приклеивать бумажные полотенца необходимо внахлёст, чтобы получился красивый стык. После высыхания елочки, как и домики, окрашиваем белой акриловой краской. Ширину отверстия делаем немного больше, чем необходимо, так как основу мы будем оклеивать дополнительным слоем бумаги, и отверстие соответственно станет уже. Далее основу оклеиваем так же, как домики и елочки, ждем высыхания и окрашиваем в белый цвет. Обратную сторону основы можно не оклеивать бумагой, а использовать обои, декоративную бумагу или ткань. Основа полностью высохла, осталось оклеить только обратную сторону. Моя младшая доченька окрасила елочки в голубой цвет, но в отличие от домиков приглушать белой краской их не нужно, так как дальше мы будем украшать снежной пастой. Замешиваем снежную пасту из манной крупы, пастообразной шпатлевки, акрилового лака и белой акриловой краски. Более подробный мастер-класс по снежной пасте находится в описании под видео, а также подсказка появится на экране.
После высыхания снежной пасты покрываем наши елочки акриловым лаком с добавлением глиттера, имитирующего снег. От света огоньков глиттер будет красиво искриться, таким образом работа будет казаться еще более волшебно-сказочной. Для того, чтобы сделать вот такие миниатюрные сосульки, нам необходима прозрачная пластиковая бутылка, ножницы, круглогубцы или пинцет и свеча. Из пластика вырезаем длинную тонкую полоску с острыми концами. Работаем над теплом от пламени свечи, придерживая плоскогубцами или пинцетом с одной стороны, пластиковую полоску аккуратно закручиваем. Затем поворачиваем ее другим боком и делаем то же самое. Старайтесь работать максимально осторожно, чтобы не обжечь руки. Такую сосульку можно разрезать на две части. Далее наносим немного снежной пасты на домики. В принципе, вместо снежной пасты можно нанести обычную белую шпатлевку или вообще сделать совсем по-другому. На готовую работу в необходимых местах нанести полимерный клей и густо посыпать мелко нарезанным или натертым изолоном. Обычную веточку разрезаем на 4 части, можно использовать карандаш. Это будут у нас трубы. В крыше аккуратненько делаем отверстие, в которое вклеиваем трубу. Трубы лучше делать сразу, я просто забыла. В завершении покрываем работу акриловым лаком, а на снежную пасту наносим акриловый лак с добавлением глиттера, имитирующего снег. На основу также наносим немного снежной пасты. Оставляем основу до полного высыхания, затем покрываем акриловым лаком с добавлением глиттера, имитирующего снег. Далее используем пергаментную бумагу. Нарезаем ее по размеру окошек и аккуратно подклеиваем с обратной стороны. Можно использовать как термопистолет, так и клей ПВА.
Далее я буду использовать светодиодную гирлянду нить на батарейках. Для фиксации гирлянды я буду применять обычный скотч. Основа высохла, уже полакирована. Здесь нанесен лак с глиттером. Я не знаю, будет ли видно это мерцание, но в реальности очень красиво. Собираем конструкцию. Для имитации тюля к большому окошку я решила приклеить кусочки кружева. Наша зимняя сказочная композиция готова. Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится и пригодится. Если вам понравился мастер-класс, не забывайте ставить лайки и делиться моим видео в своих соцсетях. Буду вам за это очень признательна. Гости канала, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не потерять мой канал среди множества других. Всем вам желаю творческого вдохновения, новогоднего настроения и всего самого-самого волшебно-прекрасного. До новых встреч!